Название перит в переводе с греческого значит «высекающий огонь». И действительно, этот камень заронил искру в сердца коллекционеров по всему миру. Я Томас Найген, исследователь минералов. Я снабжаю музеи, галереи и частные коллекции лучшими образцами природных произведений искусства. Присоединяйтесь, и вместе мы отправимся на поиски редких камней, кристаллов и прекрасных минералов. Это не всегда просто, но всегда увлекательно. В поисках природных сокровищ. В 70-х прошел слух, что местные торговцы, их называли перитерос, вместо того, чтобы отправлять перит в плавильню, продают лучшие его образцы в местечке под названием Ла Калмена или Улей. Эти торговцы нанесли лиму на карту минералов, и с тех пор Перу стал меккой для любителей перита. Здесь появились шахты, которые таят в себе массу сокровищ. Нашим провожатым в прошлое перита станет Хулио. Он торгует на улицах Калмены уже много лет. Впрочем, пусть блеск перита вас не обманет. Хулио может достать все, что угодно. От резных украшений до чистейших кристаллов кварца. Два этих крупных образца станут чудесными украшениями. Их нужно лишь очистить, и они будут прекрасны. Если перит — это главный камень Перу, то главное блюдо местной кухни — севиче. Это лакомство из сырой рыбы, замаринованной в соке лайма, одно из моих самых любимых. Пока Хулио готовит обед, Нефес расскажет нам об истории перита. Теперь все не так, как прежде. Сегодня полно людей, желающих торговать перитом. Раньше нас было всего 5 или 6. Вот и все. Сегодня торговцев перитом 50, а то и больше. Их называют перитерос. Да, и бизнес стал совсем другим. Он очень изменился. Да, конкуренция возросла, но это можно назвать победой первых перитерос. Значит, им удалось прославить свою культуру. И это напоминает мне о блюде, которое, как и перит, популярно по всему миру. Севиче. Объедение. 30 лет назад на улицах было полно торговцев. Но сейчас все иначе. Кто-то ушел из бизнеса, занялся другими делами. Потрясающий образец. Скажи, а чем он тебе так приглянулся? Размером, блеском, соединением с кварцем. Да, вижу. И все стороны ровные и плоские. И очень чистые. Да, все. Да, без повреждений. Уникальный камень. И в Перу его особенно ценят. Конечно. Кстати, знаешь, этот материал использовали еще наши далекие предки. Они делали из него зеркала Да? и смотрелись в них. О, я не знал. Лучшие образцы перита добывают на шахте Мунда-Нуэва. Поэтому путь наш лежал на север, родину первоклассных камней. Впрочем, мы не могли обойти стороной еще одну сокровищницу перуанской истории — Чан-Чан. Эти прекрасно сохранившиеся руины могут многое рассказать о древней культуре Перу. Сам город возник между 8 и 15 веками нашей эры, и в годы расцвета был крупнейшим городом из Самана в мире. Мерседес, экскурсовод.
Мы находимся на территории одного из комплексов. Чан-Чан состоит из 9 крупных сооружений. Когда-то здесь проживала знать. А что это за платформа в центре? Ну, смотрите. Люди, которым было дозволено сюда войти, приносили с собой дары. Скажем, перья, золото, полудрагоценные камни, возможно, еду. И, скорее всего, все это складывали на той платформе. Протокол того времени запрещал вручать эти подношения напрямую правителю. Это церемониальный центр. Даже по размерам видно, что здание построили для проведения ритуалов. Цивилизация Чимо совершила массу технологических открытий за многие века до европейцев и американцев. И эти руины представляют собой сложную политико-социальную и технологическую систему, в которой огромную роль играла религия. Правильно я понимаю, это погребальная зона? Вы правы. В центре этой постройки, в специальной камере, размещали мумию главного правителя. Считалось, что он отправился в путешествие по загробному миру и может вернуться. И мы полагаем, что тело почившего правителя хранили в этой камере. Но ее не закрывали, потому что время от времени мумию доставали, и люди могли убедиться, их правитель действительно вернулся, он все еще жив. Почти все даинские цивилизации хранили своих правителей вместе со всеми вещами, которые принадлежали тем при жизни. А эти артефакты находили? Маски, перчатки? Да, их можно найти в частных коллекциях. Например, в городе Чиклайо есть музей под названием «Музей Брунинга». Мистер Брунинг собирал древние погребальные маски XII века. Там они и представлены. Почти все они покрыты сусальным золотом. А это головной убор, украшенный перьями. Под ним погребальная маска из чистого золота. И взгляните на зрачки. Они сделаны из бирюзы. Бирюза, ого. История Перу необычайно увлекательна, и Чан-Чан позволяет совершить путешествие во времени и увидеть некогда оживленный прибрежный город. Но, на мой взгляд, именно периты ярче всего отражают богатую историю этого региона. Какие высокие горы! Туда нам и нужно. От Чан-Чана до Уамачука всего 3 часа езды. Здесь находятся самые высокогорные шахты в мире. Многие на высоте 4,5 километров. По ночам этот старинный город оживает. И как приятно перед подъемом в горы окунуться в его яркую и праздничную атмосферу. Добро пожаловать в прекрасный Уамачуко! Рядом с современной церковью стоит башня Кампанарио, построенная в середине XVI века в честь великого освободителя Южной Америки Симона Боливара. Эта башня, как и почти все здания Уамачука, опирается на старые инкские камни. А вообще люди селились на этой земле еще задолго до рождения Христа. Этот чудесный городок — важная остановка на пути к пиритовым шахтам, расположенным на высоте почти 5 километров. Мы покинули Уамачука и едем к шахте Мунда-Нуэва. А из этого озера горняки получают свежую форель. Они трудятся в изоляции посреди гор, поэтому источник свежей пищи жизненно важен. И рыбу им поставляет этот юноша. Хорхе, сколько тебе лет? 19? Такой юный и такая ответственность. Да. Ты отвечаешь за рыбу? Да. А сколько у тебя садков? 12. 12. Сколько форелей в каждом? 5000. 5000?
А покажешь мне твои садки? Конечно. Ладно, но как? Кто будет грести, ты или я? Я. Ладно. Хорошо. Нарочно не придумаешь. Юный капитан вез меня на лодке под названием «Титаник». От красоты здешних мест голова идет кругом. Тут потрясающе. Жаль, только кислорода не хватает. Пока Хорхе добывал обед, я пришел в себя и задумался, а как здесь живут шахтеры? Я родился в шахтерском городке Паста-Буэна в Консузу. Кварц я добываю уже 27 лет. За эти годы я поработал со всеми его разновидностями. Что тут скажешь? Мне повезло. Многие образцы, которые я нашел, просто превосходно. Но чаще шахтеры живут очень бедно. Потому что в эту работу нужно вкладывать деньги. Но мне нравится жить высоко в горах. Тут я могу найти самые лучшие образцы. Это мой мир. Работа на шахте — это всегда радость. Это счастье. Ты забываешь о жажде и голоде. Ведь каждый раз, копаясь в этих удивительных камнях, ты открываешь что-то невероятное. Это чудесно. Да уж, это было круто. Наловив рыбы, мы начали свое восхождение по каменистому маршруту, который многие прошли до нас. Ландшафт служит вечным напоминанием о древних исследователях, некогда проложивших эти тропинки. Эта дорога приведет нас к Мунда-Нуэва. А еще мы увидим старую инкскую дорогу, соединявшую Куско и Кахамарку. Дорожная сеть инков простиралась на 40 тысяч километров и была самой совершенной в доколумбовой Южной Америке. Величественные Анды хранят множество секретов древних цивилизаций. А шахта Мунда-Нуэва, или же Новый мир, таит в себе самые яркие образцы природной красоты Перу — первоклассные пириты. Теодосио, владелец шахты. Мы находимся на шахте Мунда-Нуэва, и любезный Теодосио предлагает нам спуститься и воочию увидеть ее фантастическое богатство. Представляю, сколько чудных камней ты тут нашел. Я и сам их видел. Да, слава богу. Когда мы начали, сразу наткнулись на залежи кварца и пирита. Позже мы обнаружили гюбнерит с кварцем, затем гюбнерит с флюоритом, еще позже шейлит, и вот кварц с пиритом. Месторождения минералов всегда таинственны. Зачастую они одиноки, словно пустой горизонт. Издавна они манят одно поколение искателей за другим отправиться на поиски сокровищ. Вы ищете периты в жилах? Да, в жилах. Мы следуем за жилами до тех пор, пока не обнаружим в них жеоды, полные камней. Маленькие или большие. Ага, то есть они следуют за жилами перита. И за кварцевыми тоже. Кварц они тоже ищут. Спускаясь в чрево горы, ты проникаешься уважением. И не только к этим шахтерам, но и к их предшественникам. На этом небольшом участке они отбирают лучшие образцы и упаковывают их для отправки в Лиму. Вот крупный куб перита. А это небольшая кварцевая друза. Их-то мы и искали. Залезете?
Нет, давай сам. Тут слишком тесно. Перед нами небольшой живот. Точнее, он довольно крупный, но в него трудно пролезть. Они говорят, что только начали его разрабатывать, и там много кристаллов, которые они еще не достали. Давайте посмотрим. Как тут тесно. Шахтерам, конечно, не позавидуешь. Посмотрите, сколько чудесных кристаллов. Они выросли здесь лишь потому, что размеры полости дали им такую возможность. Обычно кварцевые жилы — это сплошные белые полоски, как здесь. Увы, на шахте я ничего не купил, зато своими глазами оценил ту огромную работу, которую провели перитеры с минувших поколений, создавшие рынок перитов и открывшие эти камни миру. Мы продолжили поиски перитов и по наводке знакомых отправились в Ансалу. Впрочем, не все всегда идет по плану. Сцепление и тормоза не сумели пережить череду резких поворотов и крутых склонов. И остаток пути нас тащили на буксире. Столица департамента Анкаш, город Уарас – популярнейшее место среди альпинистов. Оставалось надеяться, что в этом древнем городе найдется механик, который нас починит. Уарас. Город Уарас входит в тройку главных туристических направлений Перу, уступая лишь Куско и Мачу-Пикчу. А вот этот мохнатый персонаж играл важнейшую роль в экономике империи инков, но был почти полностью истреблен испанцами. Мы находимся на рыночной площади вместе с Итинтой и ее альпакой. Белый цветок. Ему 10 лет. Из их шерсти делают свитеры, шарфы и много другой одежды. Именно альпаки обеспечили рост империи инков, крупнейшей культуры в доколумбовой Америке. Ночной переезд по опасной дороге к городу на высоте 5 километров — не самое типичное начало путешествия. Но только так мы сможем достать лучшие камни. Мы в Ваянке, рядом с шахтой Уансала. Сейчас полночь, и очень холодно. В отличие от Мундо-Нуэво, Уансала — коммерческая шахта, и коллекционные камни — это побочные продукты, запрещенные к вывозу. И мы приехали сюда под покровом ночи посмотреть, что вынесли шахтеры. Раннее утро. Дышать нечем. Хочется есть. Темно. Не лучшие условия для покупки. Черт, как я голоден. На самом деле это приступ высотной болезни. Я от нее тоже всегда страдаю. Давит страшно. Тут слишком высоко, трудно работать. У меня от нее дезориентация и постоянные головные боли. Не знаю, как она влияет на тебя, но мне очень не по себе. Да. Хулио говорит, что когда он покупает здесь минералы, тоже страдает от высотной болезни. Совет покупателям: не надо чувствовать себя обязанным. Неважно, как долго вы сюда ехали. Не нервничайте, заключите выгодную сделку. Тут есть чудесные образцы флюорита.
а также периты, выросшие на кварце и на кальците. На них заметны необычные штриховатости. Это линии роста. И я пытаюсь понять, тяжело ли их будет чистить. Они говорят, что набор на красном целлофане продается за фиксированную цену. Он-то меня как раз и интересует. Но я без него проживу, правда. По-моему, они много просят. Продавцы поняли, что я передумал, и очень расстроились. Наконец, они пошли на уступку, и мы заключили сделку. Хорошо. Да. Я потратил столько сил и денег, что чувствовал себя разочарованным и опустошенным. Но раз уж мы были в Перу, я решил излечить себя древним лекарством — магией. Это главный ингредиент любой детской сказки. Обещание магических сил, которые таятся в темных уголках по ту сторону черты. Ощущение чуда, желание исследовать неизведанное. Местные колдуны, брухос, могут изменить твою судьбу парой слов или щелчком пальцев. Потомки сиканской культуры Северного Перу, существовавшей с 8 века нашей эры, брухос используют церемониальные гончарные изделия для проведения обряда очищения, совсем как их предки почти 3000 лет назад. Сикан означает «храм Луны». И когда ты находишься в этом могильнике, вдыхаешь эфирные масла под светом полной луны, реальность начинает размываться. Древние артефакты, которые используются в ритуале, выполняют роль моста между прошлым и настоящим, связывая предков и Землю. Спустя 2 часа мне на мгновение даже показалось, что меня похоронят живьем. Зачем вы это делаете? Но вместо этого я получил дар, символ их 3000-летней культуры. Спасибо за все. Ну что, пожалуй, пойдем? Да, пойдем. Ты как? В порядке. А где моя сумка? Вот. Да, спасибо. Преисполненные новых сил, мы вернулись в Лиму. И там нас ждали хорошие, даже блестящие вести. Я знаю Нисиаса с далеких 70-х годов. Он был одним из перитерос, сохранивших перуанский перит. Сегодня он и его жена — самые востребованные продавцы перита в стране, которая сияет ярче, чем диско-шар. А помнишь нашу первую встречу? Помню, как ты выглядел. Хиппи с бородищей и длинными волосами. Совсем не перуанец. Совсем другой. Рубашки в цветочек приходят и уходят, а камни, которые добывают на шахте Ракраканча, всегда будут в моде. Вот типичный камень из Ракраканчи. Это соединение кварца и перита. Чудесный декоративный минерал. Но эта шахта славится не только перитом. Если повезет, вы найдете кое-что еще.
Они припасли для меня и этот камень. Удивительный образец совершенно невероятной формы. Это манганокальцит. Он вырос на основании спирита и сфалерита. Как говорит Джозефина, это краса Рокраканчи. Значит, скорее всего, стоит дорого. Джозефина отобрала еще несколько камней для личной коллекции, и сейчас она их нам покажет. Это первый образец спирита, добытый в шахте Рокраканча. Возможно, я потратил больше, чем следовало. Но ты не прогадаешь, если купишь хорошие минералы за хорошую цену. Благодаря труду Перитерос, Пирит занял достойное место во многих частных коллекциях. И мы должны быть благодарны тем людям, которые сохранили для нас этот чудесный камень. Программа переведена и озвучена компанией «Первый ТВЧ» в